Здравствуйте, друзья! В эфире «Геоэнергетика Инфо». Максим Радайкин и сегодняшний мой собеседник Александр Фролов. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте. Азербайджан договаривается с Кремлем о поставках российского газа через Украину, заявил президент Алиев. По данным Министерства энергетики, в прошлом году Азербайджан экспортировал 24 миллиарда кубометров метана, половина из которых пошла в Европу. Ожидается, что рост поставок в Европу на 1 миллиард увеличится в этом году. Александр, прокомментируйте, пожалуйста. Смотрите, есть такая штука – Южный газовый коридор. В рамках этого Южного газового коридора, являющегося системой магистральных газопроводов, есть две крупные системы, два крупных газопровода – ТАНАП и ТАП. Трансанатолийский, трансадриатические газопроводы. Так вот, и эта система пришла на смену газопроводу «Набуко», благополучно похороненному еще, опять же, лет 10 назад. Он, конечно, пытался трепыхаться года до 13-14, но с тех пор, в общем, мы про него ничего не знаем, не слышим, да и не можем ничего узнать и слышать. Проект изначально, когда он в 2002 году был анонсирован, было понятно, что при тех вводных, которые там обозначаются, практически невозможно этот проект реализовать. Ни во вменяемые сроки, ни с вменяемыми какими-то производственными показателями. Ну и желающих вкладывать деньги в него тоже не нашлось. Там, знаете, в стиле было: мы будем строить трубу, а потом будем искать желающих поставлять через эту трубу газ. Ребят, делается наоборот. Вы сначала находите людей, которые будут поставлять газ, а потом строите трубу. Ищите людей, заключайте с ним контракты, а потом строите трубу. Нет, что вы нас учите? Мы тут самые умные, мы замечательные, мы сейчас все построим. И на полном серьезе на протяжении нулевых годов у нас вот всем в уши дудели о том, что Набуко, вы видали, все, это скоро газ из Средней Азии, с Закавказья пойдет в Европу. Все, Россия, уходи. Даже друг Реджеп году в 2009 присоединился к этому вою, тем более через территорию Турции планировалось строить Набуко, и этот газопровод представлял собой часть энергетической стратегии Турции. Мы же с вами все знаем, что если там у них что-то решили сделать, то точно сделают, потому что там управленцы классные, там все продумано, там все замечательно. Это вот только при последних, при Урсуле фон дер Ляйен все разваливаться стало, при Олафе Шольце, а вот раньше-то там были управленцы. Так вот, 2002 год, управленцы придумывают газопровод Набуко, сходив в Венскую оперу на, собственно говоря, Навуходоносора, на Набуко, на оперу. И говорят: да, вот все, будем строить газопровод. А с кем вы договорились о поставках газа? Ребят, договоримся. Тем более это же Европа. Все захотят поставлять туда газ. Но, как показывает практика, желающих найти не удалось. Притом, пока желающих искали, на некоторых из них успели санкции наложить. Иран. Где-то с государственностью возникли некоторые проблемы. Ирак. Ну и далее по списку. Вот, кто сейчас вспомнит: а вы знаете, а вот еще собирались через через Сирию поставлять газ, но там вот конфликт начался. Нет, это вообще не связанные вещи, и никоим образом никто не собирался строить какой-то газопровод через Сирию, который мог бы повлиять столь радикально на внутреннюю политику в этой самой Сирии. Так вот, возвращаемся к Набуко и к Южному газовому коридору. По сути, Южный газовый коридор является проектом, который одновременно и наследник Набуко, и конкурент Набуко. То есть в какой-то момент они существовали параллельно. Ну и понятно, что азербайджанское руководство плюнуло на Набуко опять же, вот в какой-то момент на рубеже нулевых и десятых годов, и решив, что нет, с вами каши не сваришь, вы тут ходите, щечки надуваете, обещаете, что скоро-скоро начнем строить, скоро-скоро начнем искать деньги, скоро-скоро соберемся, чтобы придумать, как искать деньги. Это может бесконечно длиться, желающих вкладывать деньги не нашлось. И Азербайджан стал договариваться напрямую с покупателями о том, что давайте вот мы с вами заключаем контракты и строим газопровод, исходя из вот этих вот контрактов, которые мы заключили. Так как эта система магистральных газопроводов отвечала политике по диверсификации направлений импорта газа, которая была принята в Европейском Союзе в конце нулевых годов, то данный проект, Южный газовый коридор, а точнее ТАП,
его продолжение, которое идет от Турции в Европу, данный проект получил исключение из третьего энергопакета. То есть никто не должен бронировать половину и более мощностей этого газопровода для того, чтобы альтернативные поставщики могли прийти и газ свой через этот газопровод поставлять. Нет, можете на 100% этот газопровод заполнять самостоятельно. При том, что в какой-то момент, где-то до 2015 года, до 2014-2015 годов, участники этого проекта присматривались к Южному потоку, потому что если бы Южный поток был построен и подпал под действие третьего энергопакета, то можно было бы вообще не строить ТАП. Этим можно было бы туда же, на те же целевые рынки поставлять через Южный поток необходимые объемы газа, потому что он шел, не сказать параллельно Южному газовому коридору, но он нацеливался на те же рынки. Не буквально точка в точку, но вот с точки зрения стран многое совпадало. И вот мы приходим в день сегодняшний. На текущий момент мощность Южного газового коридора 16 миллиардов кубов. 6 миллиардов номинально предназначается Турции, 10 предназначается Европейскому Союзу. Почему я иронизировал по поводу Италии? Потому что по планам порядка 8 миллиардов кубических метров газа должны отправляться в Италию. Да, это крупнейший покупатель газа по этому газопроводу. Вы представляете, как и было запланировано. То есть это не новость, это не что-то феноменальное. Боже мой, кто бы мог подумать. Это вот то, что было запланировано изначально. То есть Италия должна была получать больше газа, чем даже Турция. Так как номинальная мощность не равна среднегодовой, то последнее время в страны Европы из Азербайджана поставляется больше 10 миллиардов кубов, а именно там порядка 12 миллиардов. Ну вот речь идет о том, что может до 13 миллиардов доведут поставки. Можно так сделать? Ну, теоретически, да, можно, может быть и доведут. Тот факт, что сейчас Азербайджан может еще две страны обеспечить газом, ну так, знаете, он может начать поставки газа в еще две страны. Вот смотрите. Порядка 13, пусть даже так, миллиардов кубов идут в Европейский Союз. Окей. Порядка 8 миллиардов из этого объема и более идут в Италию. Окей. Значит, остальное куда? На Балканы. В первую очередь потребители должны быть, в качестве потребителя рассматривалась Греция, тут еще Болгария. Сербия сейчас интересуется вопросом, можно ли туда поставлять? Можно, но, понимаете, это 5 миллиардов кубов и менее. То есть это объем, который, мягко скажем, не поражает воображение в целом, ну и даже на балканском рынке вот в частности. Он тоже не поражает воображение. Если мы посмотрим на Италию при этом, мы заметим очень интересную штуку. Италия была одной из стран Европы, которая поддержала переворот в Ливии. При том, что Италия получала из Ливии порядка 10 миллиардов кубических метров газа. Угадайте, что произошло с поставками газа из Ливии в Италию после переворота, который так умело, грамотно и продуманно поддержала эта чудесная страна в лице своего мудрого руководства. Поставки в какой-то момент просто прекратились, а потом стали прерывистыми. Знаете, вот прерывистые поставки газа из Ливии. То есть, по сути, Азербайджан на рынке Италии заместил Ливию. Можно, конечно, говорить, ну как, это все равно новое направление поставок, это новая страна. Да, безусловно, для европейского рынка это новая страна и все такое прочее. Но когда мы рассматривали этот проект в конце нулевых и в самом-самом начале 2020-х, то мы отмечали следующее, что, мол, ребята, посмотрите, пожалуйста. Вот есть Гронинген, там на тот момент добывалось где-то 18 миллиардов кубических метров, это месторождение в Нидерландах, это одно из крупнейших месторождений в Европе, и добыча там должна была сокращаться и сойти на нет, то есть добычу на этом месторождении должны были прекратить. Сейчас, кстати, вот прекратили. То есть те объемы, которые должны были, на тот момент должны были, а вот сейчас пришли в Европу, они лишь замещали часть выпадающих объемов от сокращающейся внутренней добычи в Европейском Союзе. А если рассматривать конкретно итальянский рынок, то азербайджанские поставки замещали поставки из Ливии. Все.
То есть у Европы был падающий тренд в рамках добычи и сократившееся количество поставщиков до 2022 года. Ну вот, опять же, смотрим на Ливию. И тут Азербайджан, который стали подавать, это конкурент России. Он сейчас заместит Россию. Ну да, действительно. Россия, которая на тот момент поставляла на зарубежные рынки порядка там 180 миллиардов кубических метров, и Азербайджан, который собирался в Европу поставлять, вот, ну хорошо, в Европу с Турцией поставлять 16 миллиардов кубов. Но сейчас он поставляет где-то 19 миллиардов кубов в Европу и в Турцию. Это все равно не те объемы. А с учетом сократившейся внутренней добычи, это лишь частично компенсировало выпавшие объемы добычи на территории Европы. Ситуация выглядит, я бы сказал, парадоксально. Все почему-то смотрят на Азербайджан как на некое средство решения возникших проблем, но он таковым быть не может. Проблемы не на стороне поставщиков, по большому счету. Проблемы на стороне покупателя. Притом проблемы эти, давайте еще раз зафиксируем, многослойные. Это проблемы, связанные с падением спроса. Это проблемы, связанные с массой неизвестных, которые порождаются стратегией Европы по отказу от ископаемого топлива. Это неизвестные, связанные с вопросами финансирования. А вопросы финансирования упираются в первые два фактора. Потому что, деньги найти можно. Но деньги найти можно в условиях, когда вы понимаете, что они отобьются. А когда вам говорят, ты вложи, а мы потом откажемся от того, что ты построил, либо производи водород, но тогда тебе нужно, наверное, подготовить свой газопровод к тому, чтобы через него прокачивать водород, а это совершенно другие деньги, такого в принципе никто не делал, тем более на такие расстояния. Поэтому мы без понятия, кто это будет делать, кто это будет строить и сколько это будет стоить, но это твои проблемы, а ты нам просто поставляй газ, то ради 10 миллиардов кубов вот так заморачиваться, это смело. И азербайджанское руководство сейчас демонстрирует, что у него такой, в кавычках, смелости нет. Оно хочет гарантий, оно хочет определенности. И в этом плане азербайджанское руководство нельзя винить. Этого же хочет любой поставщик газа, любой поставщик энергоресурса. Гарантий и определенности. Европейский Союз не может дать ни первого, ни второго. Означает ли это, что поставок не будет? Нет. Это означает, что нужно будет пересматривать ряд ключевых, что ли, тезисов в вопросах энергетики, которые сейчас продолжают транслироваться в Европейском Союзе. Притом это история, выходящая далеко за пределы локальных вопросов о поставках азербайджанского газа через Турцию, азербайджанского газа через Россию и Украину в Европейский Союз. Это вообще находится на ином концептуальном и стратегическом уровне, если угодно. Это упирается в вопросы развития экономики Европейского Союза. Возможно, даже изменение неких политических векторов и прочее, прочее, прочее. То есть здесь мы упираемся в вопросы такого, знаете, хрупкого льда политологии, по которым мы сейчас бегать не будем, потому что, опять же, локальный вопрос Азербайджана – это не вопрос Азербайджана, и он не локальный. Это часть очень большого вопроса о пересмотре стратегических представлений Европейского Союза об энергетике, о будущем собственной энергетики, о текущих приоритетах, которые обозначаются и развитие которых стимулируется, но это не помогает. В частности, водород, опять же, возьмем. Когда вы предлагаете какому-то из поставщиков, ребята, стройте за свои, а потом как-нибудь все разрулится, вы возвращаетесь в ситуацию газопровода Набуко, по которому тоже предлагали, давайте построим, а там оно как-то разрешится. Но почему-то деньги вкладывать в эту историю никто не захотел. Захотят ли сейчас? Мне кажется, ответ очевиден. Нужны гарантии, а их нет. Александр, большое спасибо за комментарий. Друзья, подписываемся на Александра Фролова. Подписываемся на Геоэнергетика Инфо в Телеграме, пока YouTube блокируют, замедляют и все прочее интересное. Ссылки будут в описании к данному ролику и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект в условиях этого нелегкого перехода. Спасибо, до новых встреч. Всего хорошего.